Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о эстрадном певце Филиппе Киркорове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Ровно год назад в России появилась уникальная организация, которая объявила беспощадную борьбу против преступности и коррупции в мире российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Имя этой организации – Антикоррупционный комитет. У истоков создания данной команды стояли известные советские и российские артисты Никита Михалков, Александр Домогаров, Александр Ширмет, Лев Лещенко и Александр Розенбаум. Со временем в данную организацию стали вступать и другие патриотически настроенные артисты. И теперь состав команды Никиты Михалкова составляет 60 сотрудников. Однако организация по борьбе с преступностью и коррупцией заработала еще с большей силой, когда в команду Никиты Михалкова вступил новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Андрей Ремович полностью поддержал антикоррупционный комитет и своими действиями помогает команде Никиты Михалкова бороться с высшими эшелонами власти, которые связаны с коррупцией. Ну а совсем недавно Андрей Ремович Белоусов подписал важный указ, который касается всех артистов мужского пола возрастом до 60 лет. Теперь все артисты обозначенного возраста в случае необходимости могут быть подвергнуты мобилизации, а также они обязаны раз в 4 месяца проходить специальные сборы для улучшения общих навыков и физической подготовки. Данный закон коснулся не только молодых артистов, но и представителей российского шоу-бизнеса среднего и старшего возраста. Однако, если сотрудники антикоррупционного комитета восприняли этот закон с должным пониманием, то известный эстрадный певец Филипп Киркоров закатил колоссальный скандал, который закончился для него самыми печальными последствиями. Филипп Бедросович дважды игнорировал повестки и не являлся к месту назначения. В итоге стражи порядка и сотрудники антикоррупционного комитета арестовали его прямо после музыкального концерта и в белом сценическом костюме доставили в военкомат. Однако и в военкомате Филипп Киркоров вел себя крайне неадекватно. Сначала Филипп Бедросович заявил, что он не годен по состоянию здоровья и ему положены специальные условия во время проведения сборов. А позже он поругался с врачами и без разрешения командования покинул военкомат и скрылся с места происшествия. Однако далеко уйти Филиппу Киркорову не удалось. Он был задержан органами порядка и доставлен в камеру временного задержания, где проведет 5 суток за нарушение общественного порядка, а позже будет направлен на сборы специального назначения. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Благодаря работе антикоррупционного комитета на данный момент в полицейских участках города Москвы находятся две известные публичные личности – певица Валерия и супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка. Валерия и ее семья обвиняются в ведении незаконного коммерческого бизнеса по доставке некачественного оборудования в зону спецоперации, а супруга пресс-секретаря Татьяна Навка в финансовом мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент ведутся следственные работы, а Татьяна Навка и певица Валерия в самое ближайшее время могут оказаться в следственном изоляторе. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым, Александром Домогаровым и министром обороны Андреем Белоусовым направил уже 6-ю по счету финансовую помощь в этом году участникам спецоперации. Сумма финансовой помощи составляет 30 миллионов рублей. Команда Никиты Михалкова направила финансовую помощь в размере 60 миллионов рублей для увеличения пенсий работающим пенсионерам и пенсионерам по возрасту. К
К слову сказать, что совсем недавно глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков выдвинул предложение увеличить пенсию по возрасту на 35%. Вчера члены антикоррупционного комитета, известный телеведущий Николай Дроздов и актер Игорь Скляр, открыли филиал антикоррупционного комитета в городе Набережные Челны. Теперь на территории Российской Федерации работает уже 70 филиалов данной организации. По-прежнему критическим является состояние здоровья дочери главы антикоррупционного комитета Анны Михалковой. Напомним, что дочь Никиты Сергеевича на днях подверглась второму нападению и на данный момент находится в состоянии комы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.